После небольшого перерыва продолжаю работу, и сейчас уже будет работа более такая точная, чтобы сделать его более цельным, более точным относительно референса нашего, ну и больше добавить реализма. Собственно, я сейчас на свежий взгляд смотрю, что больше всего цепляется неточное, и начинаю это все подправлять. Например, меня в первую очередь смущает сейчас, что вот голова, она пока вместе с фоном как-то как одно целое, то есть не вылезает из фона. Вот это сейчас будем отделять. Ну, рядом с лицом точно светлее, понятное дело. Может быть, поярче немножко, вот такой. Так, а вот здесь, где у нас будет борода, там лучше фон, наоборот, затемнить. Сначала бороду мы высветлим. Соединяем бороду вот как раз уже с головой здесь. Ухо у нас немножко здесь выгибается. Изгиб. Мочка уха примерно на уровне носа. И внизу тень делаем на фоне, ну, чтобы был контрастик небольшой. Вот здесь. Так, у нас примерно вот здесь вот плечи. Одежду сделаю более ярко с этой стороны, со стороны света. Выше делаю плечи. И более плотно краска уже. И немножко захожу на бороду, чтобы было не так много. Хочется как будто чуть пониже сделать плечо. Ну вот так вроде неплохо. Тут более-менее он отделился. Единственное, сверху можно сделать посветлее фон. Может быть, чуть поярче беру бирюзовый, желтый, белый. И какого-то как будто оранжевенького не хочется сюда тоже внедрить. Так. С этой стороны делаем еще более яркий фон, чтобы у нас был еще больше контраст. Использую здесь турецкую голубую и желтую. Немножко оранжевый. Вот такой. Нет, наверное, даже больше желтого надо. Больше желтого и оранжевого. Вот такой цвет. Таким образом, я сейчас отделяю очень хорошо фон от портрета. И у нас он начинает вылезать из фона. Когда вы начинаете на свежий взгляд работу, в первую очередь смотрите, что больше всего выпадает, что больше всего требует работы. И в основном старайтесь это делать не с деталями, потому что деталей по сути еще нет, а с крупными формами, с крупными пятнами. Сразу же фон закрою, чтобы у нас он был финишный и к нему не возвращаться. Вот эти просветы на холсте, они имеют место быть, если вы везде их оставляете. Если вы решаете их закрывать, то уже закрывать, наверное, лучше везде.
Хотя, наверное, все это зависит от сюжета, потому что, может быть, бывают такие ситуации, когда есть смысл где-то оставлять, где-то нет. В общем, по-разному. Так, мне кажется, можно чуть-чуть здесь голову закрыть. Чуть-чуть здесь. Чуть-чуть здесь. Как будто его немножко заузить. Это он слишком какой-то прям широкий. Высветляю волосы. Смотрите, какие-то моменты я уже начинаю отключаться, потому что здесь вообще в принципе мозг не нужен для таких вещей. Нужно просто отдаться вот этому процессу полностью. Ну, понятное дело, что у меня сейчас задача сделать обучающий урок. Получается, нужно рассказывать, что я делаю. Но по факту говорить и думать здесь не надо. Стараюсь максимально разноцветными там, оттенками работать. То есть не циклиться на том, что если седые волосы, то они вот такого-то цвета. Или там, если они такие, то вот надо вот такой цвет использовать. У нас мы создать должны мерцание на картине. Вот эти вот границы тоже немножко разбиваю, чтобы не было такой четкости. Вот, чтобы это мерцание сделать, нужно, соответственно, много-много оттенков закидывать. И не всегда они сразу начинают друг с другом работать. Иногда бывает добавляешь, 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 и в какой-то момент раз начинает картинка складываться. Поэтому не спешите с выводами. Опять же, повторюсь, что мозг начинает критиковать, говорит, что что-то не так ты делаешь, дружище. Просто постараться нужно от него абстрагироваться и ловить кайф от процесса. Анализ где-то нужен быть, может быть, конечно, но в основном не нужен. Так, ну вот, мне уже в целом нравится он по форме, по общей. Можно сейчас еще сразу заложить ему одежду слева, более плотно. Вот здесь черный за основу, в него оранжево-красный какие-нибудь закидываю. Контрасты такие у нас сразу появляются благодаря вот этому вот этим пятнам. Эти вещи специально рыхло оставляю вот так вот. Здесь вот фоном немножко можно позаходить вот так. Поломать немножко вот эти вот четкие границы. Рубашка наша тут чуть-чуть видна. Вот тут вот, если сильно грубо, можем немножко смягчить. Тут что-то тоже непонятное. Так непонятное оставлю. Мне это не важно. Вот лицо. Наверное, сейчас чуть поработаю. Я хочу его все-таки оставить на сухую. На сухую уже работать более детально. В данном случае хочется сделать именно урок, где я показываю прям как из пятен сделать детализацию хорошую. За один сеанс это можно сделать, но сложнее гораздо. С красно-оранжевым так орудую, добавляю еще вот этих вот ярких. О, кстати, попробую сейчас прям кусочками. Там кусочек один здесь остался, я подумал, что почему бы это так не сделать больше. Прям вот пастозно так разложить. Глаза сейчас у меня больше, чем нужно, я их немножко прищуриваю. Так, вот смотрите, сейчас он такой весь красный практически.
я сейчас буду добавлять всяких оттенков. Зеленоватых, голубоватых, фиолетоватых. То, что я обычно делаю. Беру прям вот синий, смешиваю его с нашим персиком, чтобы он был более грязный. И добавляю в тенях. То есть чистый синий я не беру, потому что он будет слишком кричащий. А вот запачканный синий очень даже хорошо смотрится. Этот синий в тенях бороды тоже будет круто. Вот тут он уже в принципе есть. А потом более такой светлый голубой беру. Ну, прям, кстати, вот голубой взял. Своей грязной кисточкой он попачкался. И пробую его. Тоже его пробую добавлять в разные места. Обычно в полутонах где-то, в переходных местах между светом и тенью. В тенях. Свет у нас тут теплый. Соответственно, тени в основном холодные. Смотрите, как он синим начинает классно преображаться. Но здесь очень много зеленых оттенков. Поэтому я сейчас добавляю в мой синий-зеленый. И больше его прям смелее добавляю. Его здесь хочется прям много подобавлять. Вот, кстати, на брови. На волосы можно. Белый вот этот зеленый добавляю. И еще более светлый зеленый тоже. Ну, кстати, вот сейчас как будто уже становится много. Сейчас будем его убирать. О, кстати, желтенький. Желтовато-зеленоватый такой тоже классно. Сейчас будем тоже его добавлять. Вот как я, собственно, к этому и пришел. Вот к этому стилю. Мне стало скучно делать просто копию фото. И я стал просто добавлять. А я любил всегда яркий цвет. Я просто стал пробовать разные цвета. Вот как сейчас, вот я желтый нашел, я не хотел желтый добавлять. А он у меня попался. Я его добавил, раз. Вот надо не забывать, даже если вы считаете, что вы уже научились там рисовать, подбирать цвета, вот как иногда мне кажется, что я научился, да? И не забывать пробовать, экспериментировать новые оттенки, новые цвета, чтобы находить вот такие вот классные отношения тональные, цветовые. Сейчас оранжевый пошел у меня в бороду. Тут уже, короче, полетело все, само собой. Так. Ну вот сейчас как будто уже многовато их желто-зеленых. Попробуем еще, давайте просто попробуем фиолетовый. Опять же на том моменте, что чисто ради эксперимента. Но фиолетовый как будто выпадает. Но может быть в тенях чуть-чуть им можно где-то добавить. Но в основном выпадает. Губы немножко подправить. Да, вот здесь вот прям фиолетовый грубо убираю. Так, ну и теперь беру белый. И сейчас буду бороду более реалистичными цветами. Вот это вот особенно здесь сейчас убираю. Как будто надо с оранжеватым оттенком. Лишнее уже убираю. Попробую сейчас пастозно прям взять и вот сюда вот закинуть именно кусочками уже, чтобы уже объем такой у нас вылезал. Здесь уже можно кисточку, конечно, другую взять, какую-нибудь типа такую ну, старую, в общем, такую распушенную взять. Но пока есть, работают тем, что есть. Также сверху кое-где света добавим.
Это тоже как будто выпадает немножко. Сейчас я его размажу все-таки. Так, ну, здесь вот мы убираем этот просвет. Так, еще светы можно вот здесь, на усы. Вот, ну, наверное, вот на этот этап достаточно. Оставляю я деда пока таким. Я думаю, может быть, на сухую еще включение сделаю небольшое, чтобы уже по деталькам прям точечно доработать. Ну сейчас еще можно блики сделать еще более белыми. Вот особенно на лбу. Смотрите, какие они там горящие. О, хорошо, мазочки получаются такие сочные. Ну, такой дедушка уже получается. Интересный. На сухую еще покажу кисточкой другой наклонной, как можно сделать волосы более детально. Это вы уже смотрите в другом видео, в следующем. Так, вот тут вот мне нравится мне этот зеленый, хочется его убрать. Фиолетовый все-таки, правда, выпадает. Так, ну, свет еще на ухо. Ой, ну класс. В целом, более-менее здесь, этот голубой все-таки здесь хочется убрать. Он такой, как будто весь более должен быть спокойный по цветам. Хотя, смотрите, вот с теневой стороны, как будто бы и в тему. Всякие вот такие вот голубые оттенки. Так, чуть глаза сейчас еще, может быть, поправить. О, хороший этот цвет. Попал хорошо. Так, а вон там прям красного надо. Щинку века. Тоже красненькое дадим. Так, ну, еще тень на усах сейчас сделаем. Так, ну, на этом пока и тормознем. Так, финишный этап работы с дедушкой. Сейчас буду дорабатывать просто мелкими деталями. Работать буду преимущественно вот такими вот кистями, чтобы доработать детали. И сейчас и по цветам тоже буду уже уточнять
Не хватает кое-где просто такого какого-то розовато-персикового. Типа вот такого. Такой-то слишком. Сейчас с беленьким добавлю. Это вот такого, наверное, не хватает. Среднего тона, спокойного. Буду сейчас его везде добавлять. Краска подсохла, но не совсем. Так, вот тут тоже добавляем. В общем, здесь, ну, я даже не знаю, есть ли смысл комментировать, потому что здесь просто уточняю какие-то вещи по тону, по цвету. Например, вот такой круглой, тонкой кистью буду сейчас делать тонкие волоски. Здесь, например. То есть добавляю тоже так же. Вот, я сейчас один цвет добавил. Потом добавлю темных, чтобы сделать тень для них. И так далее. И вот сейчас буду потихонечку прописывать. По времени эта стадия бывает требует гораздо больше времени, чем начальная стадия. Я обычно в большинстве случаев так, конечно, не прописываю. Мне нравится именно более такая грубая проработка. Но в данном случае, опять же, для обучения будет это полезно. Где-то увидел там один оттенок, второй оттенок беру, добавляю. Таким образом, потихонечку уточняю эти все детальки. Маленькой кистью чем удобно работать, что у нас цвет, можно даже кисть не мыть, просто брать новый цвет и вперед поверх. Но если прям хочется кардинальный цвет поменять, то, понятное дело, тряпочкой вытираем. Можно взять белый с намеком на голубой и блики такие вот поделать, потому что с голубым он будет светиться. Если сделать теплым, то он практически не будет отличаться от того, что есть. В проработке мелочей не забывайте, что если долго циклиться вот прям вот на каких-то таком микроуровне, можно потерять цельность. Почаще издалека смотрите, почаще прищуривайтесь, смотрите в целом, не выпадает ли этот кусок, который вы сейчас прорабатываете, из общей тональности, по оттенкам. Так, перейдем на другой глаз, чтобы у нас он не сильно отличался, не сильно отставал. Где-то плавнее переходы я делаю, уже вот эти все смазываю, чтобы у нас объемы все эти смягчались. Форму, соответственно, тоже смотрю. Когда делаете глаза, друг с другом глаза сравнивайте, чтобы они друг с другом попадали по линиям, по формам, по направлению взгляда. Обязательно их надо вести параллельно. Иначе можно его вот прорабатывать, он увидит, что он вообще куда-то ускакал, в бок куда-нибудь, вниз или еще куда-то. Вот тут я прям прибавил синих намеренно, зеленых, но немножко сейчас еще внедрю туда красненьких. Как рефлексик такой. Сюда тоже. В общем, просто уточняю. Тени обязательно под нависающим веком. А вот, кстати, где глаза, тут классные блики можно сделать. Вот, например, вот здесь, на границе глазного яблока и верхнего, и нижнего века. Плюс на границе
вот этого нижнего века. Светики. Давно я так не прям вот старался именно проработать совсем детали. Не скажу прям, что это моя тема. Но, конечно же, для обучения, для понимания полезно. Немножко по свету вывожу, добавляю. И здесь, кстати, нужно понимать, чем более жидко вы работаете на этом этапе, тем более прозрачно будет краска оставаться. Именно в процессе написания, когда довольно-таки жидко сейчас пишешь, в процессе оно видно хорошо, но когда подсыхает, оно может вообще практически исчезнуть. Из-за того, что тонкие слои, они при высыхании впитываются, можно сказать, пропадают практически. Поэтому имейте это в виду. То есть, если вот вы хотите, чтобы этот след, который вы сейчас наносите, оставался прям хорошо заметным, так как он есть сейчас, то нужно плотнее краску брать. А если задача, в принципе, сделать полупрозрачно, то можно и тонко. Плессировочную, по сути. Так. Ну вот этот зеленый, чтобы нам был больше реализм. Я его сейчас немножко смягчу. Меньше таким заметным оставлю. Чтобы был у нас больше реализм. По сути, сейчас, если все вот так вот подразмазать везде, будет еще более реалистично, но более скучно. Поэтому вот эту границу нужно как-то прочувствовать, на какой этап вы хотите оставить. Потому что когда все прям вот так замазано, мне, например, не нравится. Так, ну теперь вот лицо в целом вроде ничего. Сейчас я еще ухо подправлю. И какого-то потемнее тона не хватает. Вот сюда. Сюда. И вот сюда. Ну, в целом вот оно такое рубленое, мне нравится. Опять же, можно взять еще больше там проработать как-то, но я не хочу. Главное, чтобы не было самообмана еще, кстати. В том плане, что вы, например, можете всегда сказать, что «а я вот так вижу, я так хочу», но на самом деле может получиться так, что вы просто не можете сделать, например, там более детально, более реалистично. И из-за этого придумали такую вот, как я сейчас говорю, «я так хочу больше, поэтому дальше не прорабатываю». То есть это надо для себя понимать, что вы имеете под этим в виду. Убегаете от сложности или действительно так хочется. В моем случае я просто не вижу смысла. То есть может стать еще чуточку реальнее, но потрачу время я на это очень много. И это не дает мне некой такой радости от процесса, именно замучивания прям до суперреализма.
Хочется, чтобы это живые движения такие, они сохранялись. По сути, я постепенно это как раз и ушел от такого реализма, где все прям так замазано. Если мои старые работы посмотреть, мои старые картины, они были без вот таких вот живых мазков, просто старался максимально реалистично сделать. Легенький хочется здесь. Так, в целом смотрю на картину. Он вроде бы неплох. Губы сейчас чуть проработаю и все, волосами займусь. У нас волосы еще пока очень отстают. Губы немножко я поднял. Чуть-чуть вот здесь сейчас тени. Так, ну вот, дядька в целом хороший, мне нравится. Сейчас волосы будем делать. Волосы у меня, смотрите, есть шикарная кисть, которой сейчас мы будем делать объемы. Для начала я сделаю темные вещи. Их не так уж и много, но с темного начать проще. Ну, не проще, а правильнее, потому что оно в глубине, все темные части. Смотри, как быстро он делает эффект детализации волос. То есть, представьте себе, там, кисточкой тонкой, сколько бы эти волоски вырисовывал, и они могут получиться на самом деле сухо очень. То есть, как забор такой, потому что мозг, он любит строить забор. То, что ему понятно, все там редком. А когда вот такие движения делаю, они же такие довольно-таки хаотичные. И получается, что более естественно получается. И очень быстро. То есть вот он темный. И, кстати, я сейчас вот уже цвет пошел такой прозрачный. А это как раз то, что нужно. То есть меньший нажим, еще более прозрачный, больше нажим. Меньше прозрачности. Вот я его накидываю везде даже немножко с запасом. Внизу тоже. Если не хватает краски, понятное дело, надо ее добавлять. Пока ее больше добавляю в более темные места. Пока ее меньше. Ой, когда ее становится меньше, я уже перехожу на светлой части. И вот даже просто темным я прошел, он уже стал как будто бы более прописанным. Так, вот тут вот не хватает каких-то отдельных таких мазков. Теперь светлее делаем цвет. Седину прям такую. А вот даже чуть-чуть желтеньким. Попробуй вообще прям белый. О, смотрите, какая красота. Главное не перелишить, иначе объем наш пропадет. То есть беленького не должно быть много. Нам нужно дать намек, показать намек на эту бороду. И мозг сам дорисовывает, что как будто она везде прописана. То есть мы где-то показываем волосатость эту. И все. И дальше мозг уже такой, ага. Он уже в тенях не разглядывает особо, что это там прорисовано или нет. Он увидел на свету, и все, ему достаточно. Так, вот там не хватает какой-то отделенности от кожи. Так. Вот тут более серый, но так как краска у меня вроде как уже меньше стала, я ее прям не замешивая другой цвет, также добавляю. Чуть-чуть намек, смотрите, не
Больше, главное, не сделать. Тоже немножко поверх. Вот, ну вот кое-где уже лишнее пошло. То есть уже начинается неестественность. Так, какой-то средний тон еще я взял. Сюда вот подход кожи. И здесь чуть-чуть тоже. Вот, я думаю, наверное, на этом достаточно. Вот даже вот эту часть я не буду как-то уточнять слишком. Пусть оно будет так, как есть. Немножко так вот грубо. Так, здесь вот еще как будто бы не хватает немножко бороды. И чуть-чуть смазать ее. Может быть, есть смысл немножко одежду вот здесь притемнить. Складочки, намек на складочки. Все, я думаю, на этом закончим. Может быть, я сейчас так что-то посмотрю, пару мазочков добавлю, но не более. Что-то могут проглядеть, может быть, там какие-то детальки. Хотя вот тут, кстати, можно еще волосков чуть-чуть темное. Ну, в любом случае, основа есть. 98,9% сделано. Может быть, я еще на сухую посмотрю что-то, ну, это будет точно не принципиально. Все, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это видео было полезно.